На то, чтобы убежать от стремительного потока воды, у людей было не больше 20 минут. Если бы заранее сказали бы нам, вот так, Кульсары пойдет под дом, я вот этот диван, вот этот сервант, вот эту всю мебель забрал бы. Мы приехали в Кульсары, на запад Казахстана, через неделю после затопления города. Еще на вокзале стало понятно, дорога будет непростой. Из-за того, что автомобильную трассу сильно повредили паводки, железная дорога – единственный способ для жителей Кульсары выехать из города и вернуться обратно. Власти запустили дополнительные бесплатные рейсы. Правда, их все равно не хватает. Вот, мы приближаемся к тамбуру. Здрасте. Здравствуйте. Вам места не хватило? Да. Небольшой город с населением около 80 тысяч человек находится неподалеку от Каспийского моря. Из-за того, что он расположен рядом с нефтяной столицей Казахстана, городом Атырау, складывается впечатление, что тут живут нефтяники. Но, говорят, это давно не так. Наоборот, у многих нет работы, а теперь еще и жилья. И неизвестно, насколько вообще безопасно будет оставаться в этом месте. Эта вода промыла бойню, кладбище. И трупы у нас сейчас по нашим микрорайонам вот гуляют. Из-за чего большая часть территории города оказалась затоплена, у людей несколько предположений. Есть город Жаңаузен. Это красная точка у нас. Сейчас вторая красная точка, это сейчас город Кульсары, я это вижу. Каждый день из Атырау в Кульсары в 7 вечера уходит поезд с бесплатным проездом. Есть и платные варианты с гораздо более комфортными условиями, но билеты на них достать очень сложно, особенно если поездка спонтанная. Несмотря на то, что некоторым приходится стоять, все 6 часов пути люди все равно едут. Так мы оказались в вагоне номер 3. Выяснилось, что многие ездили в Атырау по бытовым вопросам. Получить пенсию, погасить кредит или сходить в больницу. На тот момент никакие госучреждения в Кульсары еще не работали. У меня вон ребенок болен, инвалидности, и мы приехали к доктору приехали, да. На осмотр приехали. Утром также было много людей. Да, утром было много, вот так вот приехали, и теперь обратно вот так вот. Народом вот так вот едем домой обратно. Дом этой женщины не пострадал, потому что стоял на возвышенности. А вот у ее соседа больше нет крыши над головой. Сейчас его родители живут у родственников. Он едет навестить и поддержать близких. Сейчас работаю в Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. И когда я был на работе, вечером мама позвонила и сказала, вот вода прибывает. И записала видео, как вода прям течет к нашему дому. Потом на утро я уже, когда на работу собирался, я уже видел, как уровень воды доходил до плеч. То есть наш дом полностью ушел под воду. В 1993 году моя бабушка, которая жила в 5-м участке, который ушел под воду, им, когда они ушли под воду, их дом ушел под воду, им построили новый дом, тот, который сейчас ушел под воду. То есть такая вот судьба. В нашем вагоне, в котором мы едем, не было несколько часов света, и, как объяснили люди, это, оказывается, вагоны, которые уже списаны, и они не курсируют между городами. Но из-за того, что сейчас участилось количество желающих переехать из одной точки в другую, а дороги размыты, вот именно в период ЧС эти поезда снова вернули на линию, и вот нам не повезло, мы ехали в вагоне, где не было света. Слава богу, он сейчас появился. Но основная проблема то, что мест все равно по-прежнему не хватает. То есть вот сейчас тот состав, в котором едем мы, он переполнен в буквальном смысле. Люди там, где можно сидеть, сидят, но все равно не хватает мест. То есть про то, чтобы лечь, вообще разговоров не идет. Так, плюс к этому еще забитые тамбуры. Можно пройти, пожалуйста? Вы развлекаетесь, да, как можете? Да. У вас тут душно. Очень. Ну, собственно, то, о чем я говорила, да? То есть вот мы приближаемся к тамбуру.
Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Вам места не хватило? Да. И там такая же история, да? Полный там, забыть. Айталкын оптимизма не теряет. Теперь называет Кульсары Венецией, так как последний раз из дома не уходила, а выплывала на лодке. Ее дом затопило полностью, так как он находился в нижней части улицы. Аким прокомментировал, он сказал то, что будут сделать совещание, но с какого стороны начать, потом будут отвод воды делать, но не знаю именно конкретно, когда подойдет наша очередь. Ну, пока нам дали справку. И чем вам эта справка помогает? Ну, типа говорят то, что нам сделают, поставить на очередь. До этого надо нам как бы самой жить на свои средства. Вот так. Ну, цены подняли, конечно, на квартиру, на еду. Где подняли вас? В Кульсарах, так кажется, я не знаю, 70-80 просят за одну комнату. Мы пока договорились с знакомым, но по-любому мне надо как бы снять квартиру и обустраиваться, пока не сделают оценку. Ну, мой дом, как бы я сама заходила, я не знаю, как там будем жить. Все, там в шкафу стоят мои все вещи. Как бы я не подошла, потому что не сказали, так, типа не подходить, это уже аварийное состояние. А там целые как бы мои документы, одежда уже на весну я уже положила в шкаф. Выдержать поездку в душном вагоне казалось непростой задачей, но утром нас ждала совершенно иная реальность – апокалиптическая. Все имущество идет под воду. Мы не можем войти домой уже несколько дней. У сына нет работы. Кредит пусть покроют, наймут сына на работу, жилье дадут, потому что там будет невозможно жить. Удивительные чувства. Здесь, казалось бы, это не твое жилье, это чужое, но, честно, слезы просто глазам подступают, потому что ты понимаешь, что каждый дом это люди, это история, это чьи-то судьбы. Это очень тяжело находиться сейчас здесь. Вы что-то успели вынести? Нет, не успели. Не успели? Да. Ну, главное, все спаслись, да? Это вы с сыном? Да, сын. А сейчас идете, чтобы что-то еще достать? Да. Все, потом. Люди чуть не плачут. Паводки, которые обрушились на Кульсары, к сожалению, нанесли не только огромный материальный ущерб, но и привели к жертвам. В тот вечер, 5 апреля, спасти свое имущество пытались многие, в результате чего утонуло 4 мужчин. 2 обнаружили сразу, еще 2 числились пропавшими больше недели. Позже отца с сыном нашли в километре от их дома. Около 35 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Место, где мы сейчас находимся, называется микрорайон Атырау. Это считается место новостройкой. Дома здесь появились относительно недавно. И, в принципе, вот даже по этому дому видно, что еще как запенены окна, еще нет до конца облицовки. То есть люди брали кредиты, большинство, для того, чтобы эти дома построить. Что сейчас будет дальше, сказать сложно, но мне кажется, и так очевидно. Вряд ли эти дома будут функциональны дальше. В нашей семье пожилые родители есть, которым за 70. 5 числа хаос был. Отец потерялся. Он стоял на мосту. Телефона нет в руках. Еле его нашли. Сейчас родители в другом месте. Я в другом. Так и скитаемся в разных местах. Дом утопает в воде.
Я обычная учительница начальных классов. Как мы завтра будем восстанавливать дом? Мен өзім жаңағы мұғаліммін, кәдімгі бастауыш қарапайым мұғаліммін. Енді біз оны деген ертеңгі күні ол үйді қалай жөндейміз? Ертеңгі күні әкімшілік келеді. Завтра акимат придет и скажет: вот, все высушено, можете жить дальше, есть дома похуже вашего. А фундамент-то ослабел, пойдут трещины постепенно. Пригодны ли будут эти дома? Дети мои уже школу заканчивают, есть сын в 11 классе. Его надо отправлять учиться. А как мы будем обучать его? Не знаем. Что будет с нашей жизнью дальше? Мы довольствуемся тем, что можем только на лодке сплавать и посмотреть на свой дом. Некуда пойти. Мы в бедствии. Пусть нам выделят деньги. Если дадут 22 миллиона, мы уедем, не останемся здесь. 22 миллион деп естідік, берсін сол ақшаны бізге, біз кетеміз онда. Мына жерде қалмай кетеміз. Мы вот сами вот придумали вот этот плот, потому что эвакуировать людей, собак, потому что от МЧСов, от правительства никакой помощи не было мне. И поэтому мы взяли, соорудили себе, чтобы вещи перетаскивать. Прежде чем тут появились резиновые лодки, пострадавших вывозили на самодельном плоту. Сегодня он остался символом пережитого. Люди говорят, плавать на нем было очень небезопасно. Она даже не сопротивляется, кошки же боятся воду, да? А она прям так спокойно сидит. Вместе с Нурланом и его соседом мы отправились посмотреть, что сейчас творится в его доме. Это дом, это сарай у нас говорится. Отопление зима и лето вот жили. Мой рост 185, отсюда видно, вот видите, до скольки доходил. То есть можно было выплывать, да, прям? Да. Как баня пахнет, да? Вот. Здесь мы был санузел, вот кухня, видите, все поплыло. Я вчера заходил, вот все холодильники, 2 холодильника под водой, вот трещина пошла. Говорят, будет там на ремонт, этот дом будет, не будет держаться. Я его сделаю, он в любое время упадет. У меня, видите, вот с 2 сторон трещина пошла. Вот с этой стороны и с той стороны. Уже дом, получается, он открывается так. Фундамент треснул. Рядом с сараем стоит другой дом, в котором семья жила большую часть времени. Нурлан построил его в 2009-м и всего лишь 2 года назад закончил делать ремонт, на который зарабатывал всю жизнь. Все же это на одну зарплату, на кредиты, получается, это время. В 2009-м построили, потом постепенно... Постепенно там делали, другое здание строил. Потом оно много брусчатка все делал. Это огромные деньги. На новый Казахстан, надеюсь, на президента. Вот это акимат ничего не может решить. Не только у меня так, по всему это Кульсаре так. У нас получается это нефтяной район. Мы вот 30 лет почти кормим Казахстан. Астану построили. Что там в Кульсаре построить? Так же. Да, бензин var mı? Уже сутки откачиваем воду. Ну, помогает, постепенно снижается. Семья Батыржана Хажетова лишилась одновременно и дома, и бизнеса. Они продавали двери. Сейчас, чтобы попасть к ним в магазин, надо обязательно надевать специальные комбинезоны. Здесь неровно, асфальта нет, поэтому местами где-то. Да, нас предупреждали, что ходите аккуратнее, потому что еще и люди могут быть. Да. Несмотря на работающие насосы, воды еще очень много. Ну вот. Это наш магазин. Сейчас здесь света нету, наверное, темновато будет.
Здесь межкомнатные и входные, да? Да, межкомнатные в малом ассортименте, в основном входные двери. Но я еще с поставщиками, честно сказать, не разговаривала. Потому что я еще сама как бы приблизительно я знаю, допустим, свой долг. А то, что раньше я погасила, общий ущерб я еще не посчитала. Айгуль сегодня первый день, как смогла открыть дверь и попасть в магазин. Затопленным оказался даже тот товар, что они успели поднять на складе. Вода мало того, что пришла откуда ее не ждали, так еще и в гораздо большем объеме, чем предполагали люди. Вообще мы ждали воду на наше озеро, река Курсай. Она поднималась, мы все время эту стену поднимали, баррикаду свою строили. И мы ее держали. Мы ждали с Курсая, а она вообще с другой стороны пришла, с реки Жем. Река Жем берет начало на западных склонах Уральских гор. В Казахстане их называют Мугаджары. Как и сама река Урал, в этом году река Жем переполнилась из-за обильного таяния снега. Специалистами это прогнозировалось еще осенью. Она как бы с той стороны дороги текла и нашла выход, где более невысокие, а низкая дорога. И она с той стороны на эту сторону перешла. Когда мы услышали, что Аружан затопило, мы даже, правда, не думали, что до нас дойдет, потому что это более-менее расстояние-то там есть. После того, как мы увидели воду на горизонте, буквально 15 минут, наверное, с этой стороны видим, что вода течет, и уже между улицами вода течет. А потом все эти три ручейка соединились, и они все омутом, колесом крутило, и быстро поднялась вода. Для депутата областного маслихата Сарымбека Сарсембаева случившееся неожиданностью не стало. Еще в конце прошлого года он бил тревогу, обращался и к депутатам парламента, и даже в Генпрокуратуру. Объяснял, что русла рек должны быть максимально открыты, так как ожидаются паводки. Они поставили такой шлюз, и вода сюда не может влезть, поэтому потом после... И он куда? Он прет туда, оттуда давление идет дальше. Он не может выйти оттуда. И он делает себе русло и идет на город этой лавиной, понимаете? То есть не освободили для воды? Да, проход не освободили. Это не один же, потом дальше, если потом вода туда же идет же, и там тоже перегородка, он не может туда выйти дальше. И он крутится в городе, как цунами. А это город Атырау, та самая нефтяная столица Казахстана. Самая напряженная ситуация с паводками из Уральска перешла теперь сюда. Первым таким этим был то, что Кульсары утонул, я так думаю, скорее всего. Потому что как только утонул Кульсары, у нас такой шок, произошел, такой, что город так может взять и утонуть. Поэтому мы, соответственно, народ просто испугался и начал мобилизовываться. Уровень реки Урал тут начал подниматься с середины апреля, и до сих пор вода продолжает прибывать. Уже несколько недель везде, где только возможны выходы воды из берегов, люди самоотверженно строят высокие дамбы, особенно в частном секторе, там, где много жилых домов стоят практически на берегу. Вот мы поднимаемся на дамбу. Должно быть 5 метров, сейчас 3 метра. Будем еще на 2 метра поднимать. Музафар Эргашев из Узбекистана приехал в Казахстан поработать водителем на стройке. Но в начале апреля срочно потребовалась помощь в возведении дамб. Уже почти месяц, как он с коллегами строит защиту от паводков. Пока мужчины работают, и днем, и ночью женщины из ближайших сел готовят им обеды и ужины.
Вначале немножко было мало народу, потом уже все начали друг друга говорить, звать все друг друга. У нас есть местные чаты, зовут друг друга. И вот приходят, бывает даже с другого города, с другого конца города приезжают. На конец апреля уровень воды в Урале поднялся почти на 4,5 метра. Это рекордное количество. Еще метр, и вода потечет в город. Наполнение русла специалисты ожидают 2-3 мая. Несмотря на то, что в городе хорошо подготовились к приходу большой воды, те, кто может, все равно предпочитают на время уехать. И их, конечно, можно понять. 4 детей, как я их оставлю? Здесь все равно, если эвакуация будет, столько проблем будет, чтобы таких проблем не было. Едем. Заранее, да? Да. Вдруг пусть ничего не будет. Конечно. Немножко погуляем и приедем. Айгуль и Батыржан только собирались отпраздновать первый год работы своего магазина. Учитывая, что теперь люди будут заново строить дома, они собираются отобрать самые целые двери и раздать их тем, кто больше всего нуждается. Первые 2 дня я сильно переживала. Нам сейчас за 50, считайте. Опять все с нуля начинать тоже трудновато. Но вот успокаивает то, что семья жива, здорова, а остальное по ходу соберем. По словам Айгуль, сильнее всех из-за затопленного дома расстроился их младший сын Абельхан. Но видя, как позитивно настроены родители, тоже взял себя в руки и решил, что слезами горю не поможешь. Сейчас у меня на депозите 63 тысячи тенге. Если наш дом выдержит это ЧП, то мы просто там чутка обновим, будем делать ремонт. Но если он не выдержит все это, то я, наверное, все свои деньги положу на новый дом. Игнорирование законодательства, игнорирование моего депутатского запроса, там свои бизнес, личные интересы, разные вот эти причины сошлись в одну точку и привели вот таким поводкам, и таким последствиям. И дальше это миллиардные долларовые затраты государству. Именно потому, что уже поданы десятки тысяч заявлений от пострадавших из разных точек западно-казахстанских областей, и до сих пор сохраняется риск новых паводков. Люди в Кульсары с каждым днем все больше и больше теряют надежду дождаться внимания к своим бедам и получить хоть какую-то помощь.